Здравствуй, дорогой зритель! Это новое супершоу, которое называется «Комменто». Здесь мы сделаем самую невероятную работу. Наверное, мы даже будем страдать за вас. Будем это называть так. В «Комменто» мы страдаем за вас. И Андрей Марков, и Евгениус Соленковас. Мы будем наоборот. Андреус Марковас, Евгений Соленков. Пусть будет так, да. И мы будем смотреть то, что вы не смотрите. Мы будем смотреть шоу, разные проекты на Госпропаганд ТВ белорусском, смотреть и пытаться понять, о чем это все. Мы понимаем, что есть вещи, которые можно пропустить, не смотреть, не обращать внимания, но наша миссия, как нам кажется, это рассказать вам, что же смотрят ябатьки и что... В параллельном мире. Да, что происходит в параллельном мире. Поэтому сегодня у нас невероятное супершоу на канале СТВ и знаменитый пропагандист Позаренок, пружины, политики, по-моему, так. А тема сегодняшнего выпуска у Озаренка звучит так. События в России, что за этим стоит и как всему этому эффективно противостоять. Вот мы узнаем, что думает об этом пропаганда. Ну, в общем, погнали. Нам Итак, терпения, вам удачи. Это такое еще у нас будет, будем идти на рекорд. Сколько мы сможем продержаться, чтобы не выключить видео. Начинаем. Это заставка, да, я понимаю? Она у него не меняется. Да, эта заставка не меняется, она в каждой передаче одинаковая. И что важно здесь понимать, что вначале вам покажут смерть, бело-красно-белые флаги. Причем во главе идет смерть с косой, посмотри. Смерть с косой шла за определенным человеком, но так и не дошла, Так увы. и не дошла. Да. Ну, ждем. Так, это, смотри, здесь важно выстроить ассоциативный ряд. Там, где смерть, там БЧБ. Там, где человек, за которым она шла, там все красно-зеленое, вот эти георгиевские флаги. Посмотри, какой замечательный кадр. Да. Человек в два ствола говорит. И соски прикрыты черной полоской. Цензура. Ну, слишком высоко для сосков, но давай. Но у него пушап. Вот так вот. Ух, так вот их всех задавить. Это градусник стрясывает. Да, но это как раз тот момент, когда он короной приболел. Ага, тут какие-то вот, люди. страшные люди на столбах, и это все показывает. Вот смотри, если смотреть, как это смотрит моя бабушка, она изрядно ебатьканутый человек, то да, конечно, кажется страшным все перемены. Так, все. Итак, друзья, начинается самое страшное. Сейчас нам нужно сделать звук погромче, чтобы слышать, что говорит этот человек. Это человек, да? Во-первых, это человек. Мне кажется, костюм немножко жмет. Костюм-то Короче, жмет. мы готовы, да? Поехали. Давай. Меня зовут Григорий Озаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Глобальные силы, враги государства и государственности пошли в новую атаку, теперь уже синхронно, в Беларуси и России. Итак, началась синхронная атака. Это, по-моему, новый вид спорта в Беларуси, да? Я так думаю. Есть синхронное плавание, есть синхронная атака, и можно было только подозревать, что так оно и будет, потому что никто же, вот смотри, вряд ли можно услышать на белорусском телевидении что-нибудь в стиле, и что и белорусский народ довели, и россиян уже довели, допекли политики, поэтому люди требуют справедливости. Нет, это синхронная атака, говорит нам Позаренок. Давайте послушаем дальше. Ущербные всегда думают, что они умнее всех. О! Друзья, погодите. Ущербные думают, что они умнее всех. Это он о себе сейчас говорит или что, я не понимаю? Естественно. Видя эту передачу. Да, потому что все, что мы услышим дальше, мы эту передачу еще не смотрели, мы предыдущие глянули, чтобы понимать, во что мы окунаемся, и насколько по уши ущербные думают, что они умнее всех. А здесь в этой передаче даже будут гости, и вы сможете посмотреть, как они выглядят. Давай. Подозревают, чью волю исполняют. Наша задача – показать истинных врагов. Показать, кто стоит за всем этим. На этой неделе произошла инаугурация Джо Байдена. Либеральные силы восхищаются ей, обсасывают каждое слово речи, пересматривают тысячи видео, фото, слушают песни, как будто выбрали президента планеты. Но мы должны понять, что происходит на самом деле. Итак, как думаешь, что он сейчас поймет? На самом деле, Да, смотрите, что мы делаем... его слова, президент Америки, вот такая... Байден, инаугурация. Короче, смотрите, когда смотрите видео на белорусском Пропаганд ТВ, нужно играть в игру. Нужно делать ставку, что дальше скажет какой-нибудь пропагандист. Что он сейчас сказал? Рубрика называется «Добей пропагандиста». Он сказал, нужно понимать главное, что
Дьявольские силы, которые пытаются захватить весь мир, они заставляют нас всех думать. Нас заставляют думать, что президент Америки правит всем. Но это не так, потому что только святой Александр и его величество Владимир сопротивляются всему происходящему. Что-то в этом стиле. Давай проверим. Кто пришел к власти? Какие силы его привели? И самое главное, зачем? Голливуд обладает удивительным пророческим дарованием, хотя скорее следует говорить о программировании будущего. О том, как в зашифрованном виде приоткрываются послания, которые человечеству отправляет невидимая глобальная элита. Вот сейчас Дьявол, глобальная элита. раскрываются тайны и секреты. Ну давайте. Будем фильм смотреть какой-то сейчас, да? Не знаю, ну посмотрим. Смотрите. Это что за сюрреализм такой? Подожди, люди в черном. Да, потому что оказывается, что фильм «Люди в черном», он пророческий. Есть еще фильм «Матрица», есть фильм, например, про черепашек-ниндзя, про мутантов. Это все действительно пророчество. Давай посмотрим, что пророчество. Я понимаю, что это вот люди в шкурах, которые захватили Сенат. Нет, это не Сенат. Это люди в шкурах, которые вот эти вот глупенькие. Это все, как называет Озаренок, это все змагары, фашисты со своими флагами, они такие глупенькие, лохматенькие, и вот им сейчас скажут, что делать. Гей вернулся, дарующий свет! Славься, гей! Славься, гей! Славный Славься гей? Кей. гей, погляди, видишь солнце! Ты хотел стать королем камеры хранения. О, великий и славный народ камеры С-18. Я что-нибудь оставлял? Да, счетчик времени, дабы он наполнял светом наши улицы и сердца. Я так понимаю, что эта программа идет на главном канале Беларуси, да? Да, есть такое шоу «Озвучка», оно уже устарело, но в целом это как сам себе режиссер, когда есть какие-то кадры, туда накладывают сверху непонятный звук. Это, конечно, это верх искусства. К нам в студию, к нам в руки попала видеозапись, Да. которая все расскажет и покажет. Смотрим Где дальше. я только не искал эти часы. Нет, я вас выручу, успокойтесь. Эй, глядите-ка, титановый корпус, водонепроницаемый на большой глубине. Клево, верно? Кто ты, незнакомый? Это типа кто-то управляет вот этими животными. Угу. Джей? Славься, Джей! Славься, Джей! Славься, Джей! Неважно, кого славить, да. Погнали дальше. Джей, хранитель. Пошли. Что? Стойте! Заповеди! Что происходит? Соблюдали эти Мы смотрим фильм заповеди, просто, подожди. и у нас воцарился мир. Расскажи о них людям. Видеосалон «Ленточный червь». Загладь грехи своего прошлого. Здесь просто нечего добавить, кроме того, что меня интересует вопрос. Интересно, а канал СТВ как-то выплатил за авторские права, за использование такого Видеоряда? огромного куска, видеоряда из кино? Наверное, нет. Не, ну они же, смотри, обозначили автора. Это они обозначили, чтобы, мало ли, то вдруг люди подумают, что это реально снимали в Вашингтоне во время инаугурации. Дабы без страха смотреть в будущее. В двукратном размере воздай за все, что получишь в святую среду. А это называется богохульничество. Угу. Стриптиз. Великий народ камеры хранения восхищается вождем, подарившим Народ камеры хранения. То есть он сравнивает... Америку с камерой хранения, где все такие глупенькие, тупые, и хотят из нас таких сделать. Давай дальше, просто не ему останавливай. время, а жрец ведет их в стриптиз-бар, чтобы, не дай бог, они не задумались о том, что происходит на самом деле. Кто вернулся к власти? Чьи интересы представляет старик Байден? Об этом было сказано на конференции наших парламентариев и российских сенаторов. Не только рынок. А потому что только наши парламентарии и российские сенаторы действительно знают всю правду про Америку. Но если российские сенаторы могли побывать в Америке, то наши вряд ли там вообще когда-либо были. А Америку знают только по кино. Не только американцы работают на упреждение. Вот только что вышла книга Клауса Шваба. Кто такой Клаус Шваб? Клаус Шваб — это на самом деле главный идеолог глобалистов, тот человек, который, собственно, возглавляет Давосский клуб.
Клуб, куда любят лезть наши министры, наши олигархи. И, в общем, клуб... Какие лица? Вот там вот в нижнем углу человек без волос, прям, мне кажется, Я думаю, что просто смотрит какой-то фильм просто сейчас и делает вид, что он в теме. На самом деле, знаешь, посмотри, иконы. Вот за одним из персонажей здесь очень много икон. Потому что представитель, наверное, церкви, я так понимаю. Он был в рясе. Это просто человек, который говорит от имени Бога. Все в порядке. Я думал, представитель церкви, человек... По люстре, видимо, он начальник музея какого-нибудь, то есть культура, меньшинств, голубой фон. Фоне, да. Это вот, человек из народа просто на фоне жалюзей и вот... и умный. Который вещает. Где формируется позиция тех самых кругов, которые сейчас, например, приходят к власти в Америке. Книга называется «Ковид. Глобальная ковидная перезагрузка». То есть они рассматривают ковид как проект свой. Мы не допустим возврата до... Это Совет Федерации, да? Да, не останавливай просто, Андрей. Мы будем смотреть это 3 часа. Мы будем ставить перед политиками вопросы, кто мы, национальные корпорации. О том, что надо не ослаблять сдерживающие меры. Из чего сквозит, что, собственно, не ковид является угрозой, а те меры, ограничения, которые, исходя из него, принимаются по всему миру. Шваб пишет, вот здесь я дам формулировку. В его дивном будущем мире, коллеги, чтобы вы понимали, в мире, где будут править, он об этом говорит, корпорации, прямо впрямую, где будет, куда будет передана власть и ресурсы, не будет места национальным государствам. Просто их там нет. Причем это будет, по их понятиям, сам... Я бы тоже, когда слушал бы такую речь, тоже пить стал бы. Потому что по-другому невозможно смотреть. Воду, вот этот заговаривает воду, вот этот ее пьет в соседнем кадре. Слушайте, надо просто дослушать, это безумие. Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется. Это говорят идеологи глобализма. Им не нужны суверенные национальные государства. Они хотят их уничтожить и подчинить. Заволочь людей в рабство, в нищету, в подчинение, лишить их... В общем, мы хотим попросить у вас прощения, потому что это невозможно смотреть, и я вот не очень понимаю, на кого это рассчитано. Типа, хотят заволочь в рабство, подчинение. Это ничем не обосновано, ничем не подкреплено. Они взяли какого-то одного автора, одну книгу, такой же чушь. Фильм. Да, один фильм. Такой же чуши можно найти сколько угодно. На чуши строить любую абсолютно теорию. Ну давай, Позаренок, погнали. Имени и свободы. Но самое главное, чтобы люди приняли это добровольно. Чтобы были рады новому игу, новому ярму, рады этой а плетке. мы будем насаждать, значит, свою идеологию, даже если пользоваться опираться на то, что он говорит. Главное, чтобы люди это приняли добровольно. Ну так здорово, если человек добровольно это принимает, что-то принимает добровольно. Но вы так жить не будете, потому что мы вам прикажем сейчас, что делать и как думать. А мы знаем правду. Мы знаем правду. Ну. А каким они видят мир? Какая их конечная цель? Еще 4 года назад Всемирный экономический форум выпустил агитку, потрясающую по своей откровенности. Посмотрите. Ты не будешь ничем владеть, ты будешь счастлив. Если тебе что-то понадобится, ты всегда сможешь взять это на прокат, и дрон тебе все доставит. Штаты больше не будут мировой сверхдержавой. Горстка стран будет иметь мировое господство. Среди них, прошу обратить внимание, Румыния, там флаг Румынии. Мировое господство. Да, Румыния, она же, будет иметь все. Потому что в Румынии, мы знаем, есть все. Дракула Ты не умрешь будет пить вашу кровь. в ожидании донорских органов. Мы больше не будем пересаживать органы, мы просто будем печатать новые. Прикиньте. Ты будешь есть меньше мяса, иногда, чтобы побаловать себя, а не как источник пропитания, ради заботы об окружающей среде и собственного здоровья. Ожидается, что к 2025 году компании сократят по меньшей мере 6% своего штата. Каждому второму сотруднику потребуется переквалификация, а те, кто останутся на своих текущих местах, будут нуждаться в апгрейде 40% имеющихся навыков, чтобы приспособиться к изменениям на рынке труда. Мы все можем извлечь выгоду из этих изменений. Годы исследований показали, что самый ценный актив любой... Слушай, мне очень нравится стратегия этой программы. Они берут какие-то там видеоролики. фильмы. Ну Да. класс.
вставляешь, можно же все объяснить, по идее. Взяли Да. какой-то ролик, нашли тоже. На самом деле, а что в этом плохого? Слушайте, Вот я не на вижу, самом что в этом деле, плохого. если открыть YouTube, можно на любую тему найти одни аргументы за, другие против. Но давайте разберем видео, которое они нам показывают. То есть сейчас пропагандист на БТ пугает людей тем, что будут сокращаться на 6% сократится персонал. Давайте мы просто посмотрим на то, что происходит в Беларуси. За последние там 5 лет можно говорить о том, что сократилось персонал на заводах явно больше, чем на 5%, где-то на 10%. Разрушено огромное количество производств и так далее. Деньги вбуханы черт знает во что. И они говорят, то есть по сути сейчас посыл такой, что плохо, что тебе придется, каждому второму придется переквалифицироваться. Это же хорошо, потому что ты не можешь, вот ты научился закручивать гайку, и ты будешь 40 лет получать за то, что закручиваешь гайку. И вас таких, 500 человек, и вы крутите гайки. А это может делать один робот. Правильно? Это же выгоднее. А здесь посыл такой, не надо учиться. Друзья, не надо. Умеешь гайку крутить, всю жизнь крути, молчи, не думай. Вот Мне тебе ж понравилось- ключ и мне $5 ж понравилось, как заработай. вот подавали запугивание такое, типа, вы перестанете есть мясо. Такое, окей, сейчас Вегетарианцев слишком много. Сейчас немножко по-другому. Ты как бы мясо можешь есть, но не можешь себе его позволить его порой. Понимаешь? Да, Потому что в Беларуси тоже, да. знаете, ой, у меня прям есть раскладка. Слушай, сейчас, подожди, скажу, потому что я спросил недавно у мамы, поинтересовался, как вообще дела. Я говорю, как вообще дела, расскажи, вы уже... Значит так, пенсия 165 евро, плюс зарплата у мамы 130 евро, у папы 150. Это в пересчете на евро. Ага. Итого 2 человека со стажем больше 40 лет имеют на двоих 610 евро в месяц. Если вдвоем, то прожить можно. Если один, то прожить невозможно, потому что если одна пенсия, хватит только вот оплатить коммуналку, нет на лекарства, минимальное лекарство, батон хлеба, не говоря уже одеться. И вот дальше пишет. Колбаса вареная 2,6 евро за килограмм, мясо в среднем 3 евро за килограмм. Молоко 40 евроцентров. Вот, пожалуйста. То есть, по сути, есть можно, но это если вы живете вдвоем. Есть а можно, но если редко. если ты один, Да. о каком мясе может идти речь? Мне кажется, у них есть какой-то план по общему снижению веса белорусов. Да, что потому меньше что- пускай едят. Потому что чем больше людей, тем больше их можно набить в автозак в один и в одну камеру на Окрестино. Поехали. Экономики или компании – человеческий капитал. Видите? Люди названы человеческим капиталом. Это правильно, Позаренок, это нормальная Обратите терминология. внимание, да, нас называют человеческим капиталом, а буквально минуту назад он говорил, что вы кто? Вы все из камеры, там, да, какой-то там... Вы все из камеры хранения. Из камеры хранения. Я не знаю, что лучше себе ассоциировать с вещью какой-то, либо с капиталом. Человеческий капитал это абсолютно нормально. То есть это человеческий капитал, то есть У них понятно, эта что ценность каждый есть. человек представляет из себя ценность. Но нам это не подходит. Давай. Английское capital очень похоже на слово cattle, скот. Посмотрите. Английское capital очень похоже на слово cap, что значит капитан, что значит капитан Америка. То есть они хотят сказать, что всеми нами будет управлять американский капитан? Я такую логику могу ему откуда хочешь. Английское capital очень похоже просто на cat, если убрать букву P там между А и Т. И получается, что это котики, то есть мы все котики, а на котиков бывает аллергия. Фамилия Озаренок похожа на слово «зараза», которое распространяется через телевидение. А нет, Озаренок похоже на озарение, Озарение. которое на него снизойдет, и вот он говорит эту прекрасную чушь. Больше подходит «зараза». Смотрим дальше. Все в масках, они не планируют это отменять. И еще одна важная деталь. В этом мультике у людей нет глаз. Значит, Еще одна важная деталь. Значит, Вот во-первых, знаешь, вот нет глаз. Вот я сейчас Нет глаз, это вот Я у- прям с большим удовольствием бы смотрел бы этого человека, если бы у него не было рта. да. Вот просто он В мультике стоял бы, ну, нет нормально. глаз. В мультике нет глаз. Я просто поражаюсь. Иногда бывает такое, что у человека на главном канале нет совести, ничего страшного, и как-то ж надеется, что его будет смотреть. Это прямо, я Не- думаю, нет что глаз. в любом мультике можно найти подвох. У И черепашек еще ниндзя 3 пальца. 3 пальца. Что это означает? Это значит, что все, потому что это для молитвы, для православной, черепашки-ниндзя православной во имя Отца и Сына и Святого Духа, и 3 перстами они крестятся, потому что все православные мутанты. Можно же такую Да. логику тоже А найти. ими управляет крыса. Задумайтесь. нету личностей, человеческого чувства. Все обезличено. Глобальная камера хранения станет мировым концлагерем. Что им нужно для этого сделать?
Ты представляешь, Так, как Озаренок мировой смотрел... концлагерь. Да, мировой А они концлагерь. хотят, чтобы только у нас должен быть концлагерь. В Концлагерь мире не только должен под быть. Слуцком. А еще очень забавно, я хочу представить, как Да. Озаренок смотрел мультики в детстве. Там, помнишь, эти Дисней Клуб, когда показывали, вот он прибегал, а там из школы прибегаешь, или утром в воскресенье у тебя утиные истории, вот он смотрит, почему утки без штанов? Ну, слушай, и без по-моему, явных первичных половых признаков. я бы, Они знаешь, имеют что? в виду, что все люди должны стать геями. Я бы вот передачу Озаренка назвал бы «Утиные истории». Кстати, это вот было бы хорошее название. Делать. Во-первых, разобщить людей, убрать детей из школ и вузов, погрузить их навечно в цифровую реальность. Во-вторых, уничтожить семью. Поэтому... Подожди, а где там было какая про логика, семью? типа уничтожить семью? Так можно говорить. Цель передачи пружины политики. Загнать всех в рабство. Уничтожить семью, сделать людей геями. Ведь не зря голубой фон и вот эта шестеренка, обратите внимание, в углу Которая экрана. говорит сейчас с экрана вашего телевизора. Да. Это все, короче, я прям в шоке. На кого это рассчитано? Ну. Поэтому над миром поднимается радужное знамя Содома. Байден называет... Да, радужное знамя. Он когда в детстве все говорили, пойдем, как его, Григорий, короче, говорит, Гришка, пойдем на улицу, там дождь, там классно летом побегать. Он говорит, я не могу, там радуга, это знамя Я Содома. просто представляю, как вот в его понимании выглядит ад и дьявол. Если вот этот Содом, это же дьявольщина. Или вот дьявол с флагом, ну, вот ЛГБТ, этим вашим он голубяшным. Сдохни. Умри, гори в аду. Давайте все вместе жарить позаренка. И он в поту просыпается. Да. Это его кошмар. называет ЛГБТ высшей формой демократии, а затем кладет руку на Библию. Видно, в сонной прострации он забыл книгу Левит. В-третьих, нужно... Книга Левит. Что это книга Левит? Ой, блин, и какая-нибудь дьявольщина. Давай, не задавай мне такие вопросы, на которые я не могу в верой секунду и найти церковью. ответ. И вот Это возникают что-нибудь расколы, про... бесчисленные автокефалии, секты, а мировые СМИ льют тонны грязи на священнослужителей. И, наконец, нужно ликвидировать национальное государство. Главный враг для них... Вот он сейчас, мне кажется, сказал правду. Нужно ликвидировать национальное государство. Что они, в принципе, и пытаются делать, мне кажется, сейчас. Вот да, потому что сейчас все, что происходит в Беларуси, это просто уничтожение нации. Это ну, такой фашизм, типа, да, истребление белорусской нации. Смотрим дальше, да? Человек как таковой, сильная личность, которая твердо стоит на своей земле, у которой есть дети, чувство родины, народ. Ожившие сонные травоядные аморфные куклы приходят в ужас от сил. Я просто плачу. Как можно... Это, у них какой-то, когда садится авторский состав, они же подбирают какие-то слова. Ожившие, сонные, травоядные куклы. И заметь, вот сейчас, я буду предсказывать. Давай. Сейчас, смотрите. Значит, он сказал, что есть человек, у которого есть земля, он на ней твердо стоит. Думаешь, он про себя? Нет, мы знаем, про кого он говорит. Пугало твердо стоит. Да, про вот это пугало. И сейчас он сказал о том, что есть семья, есть дети. Я напомню, там 3 сына, но 4 семьи никто и никогда шпиц. не видел, да, их матерей. Ну, раньше там показывали, ну, типа, первую жену Потому что это Лукашенко, все да. от Святого Духа. Потому что, особенно третья от Святого Духа, потому что там такие слухи же ходят, что, ну, короче, Какие? мамочку в дурку прикрыли, чтобы она не рассказывала, что и как. Ну, короче, ну вот, это же святой человек. У тебя Так. есть дети, у них нет матери, ты живешь с молодухами, которых подцепил на балу, со шпицем, и в саване белом опускаешься в прорубь, и все вокруг надеются, что ты оттуда не выйдешь. Целуешь шпица, потом чокаешься потом с ним переворачиваешься, святой целуешь водой. мордочку. Да, и чокается Сильного святой лидера водой. ненавидят его, потому что он живой, а они ходячие трупы. Ради своего господства они готовы все. Они бросают в бой свои Ради своего резиновые... господства человек готов убивать, калечить. Действительно, вы слушайте, мне кажется, может быть, здесь что-то Озаренок пытается нам сказать. Но я уверен, что сейчас покажут кадры с царем-батюшкой и будет звучать какая-нибудь песня «Боже, царя храни». игрушки Тихановскую, Навального и прочих. Но Александр... Так, Тихановский и Навальный поставлены в один ряд. О боже, нас ждет интересная передача. Лукашенко им не победить. Жизнь всегда сильнее мертвечины. У нас в гостях председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев и омбудсмен по защите журналистов и политолог Александр Шпаковский. Вот мне вот так не нравится. О, давай начнем по порядку. Значит, смотри. Так. Говорящая фамилия Кривошеев. Ну, потому что, когда вот так вот все время в полоборота ходишь, чтобы тебе там какую гадость сказать.
Журналисты. Значит, огромное количество журналистов в тюрьмах, свободной журналистики нет, газет нет, печать запрещается, журналистов мало того, что задерживают еще представителей пресс-клубов, которые созданы, ну, независимые. Все в тюрьмах, а человек, который типа вот представитель журналистов, сидит себе спокойно и отдыхает. Это, давайте все называть своими именами, это человек, который получает деньги из наших с нами карманов. И, скорее всего, называются журнализы. Журнализы. И господин Шпаковский, который не так давно занимал очень правую радикальную позицию в правом альянсе, судовно размовляя на белорусской мове, надто бегло занимал абсолютно другую позицию, ненавидел все, что связано с восточной соседкой, топил за национальное государство. Один раз переобулся, как говорится, переобуешься один раз, переобуешься и другой. Но смотри, омбудсмен по защите журналистов. Переобулся, зато красиво выглядит. Молодец. И рубашка белая, чистенькая. Представитель. Союз выбрал меня уполномоченным или представителем. Отлично, будем по-нашему, по-русски. Конечно. И мы начнем с очень Хорошо. некрасивой ситуации, но показательной, которая произошла вчера. И в этом случае к вам, Александр, вопрос. Вот это уже какой-то запредельный уровень цинизма, лицемерия, вот это обсуждение Беларуси в Эстонии по правам каким-то там по защите журналистов и каким-то там правам, да, и незнакомая вещь. Просто они... По водительским, видимо. А я бы хотел еще отметить одну такую штуку. Обратите внимание, как они расслабленно все сидят. И это говорит только о том, что наконец-то на СТВ сам Позаренок смотрит в интернет, видит, что смотрят люди, как здорово, когда люди расслаблены в кадре и не стоят напряженно, чтобы случайно не расслабиться и не треснули узкие озареновые штаны. Ну, это как уголки губ. Это хороший ход, надо послушать дальше. Слушать белорусскую сторону. Вы знаете, вот коллега не даст соврать, я в беседах в кругу как бы своих, да, то есть наших журналистов, говорил о том, что я даю... В кругу своих, то есть наших журналистов? Своих наших журналистов, это... 10-1, что представителям Белорусского союза журналистов на этом междусобойчике выступить не дадут. Они не для того его затевали, чтобы услышать какую-то альтернативную точку зрения. Надо сказать, к сожалению, пусть меня не упрекают в цинизме, но все вот эти коннотации, касающиеся прав человека, свободы слова, честных выборов и так далее, это просто-напросто приемы, которые используются в гибридной войне разными странами, в данном случае странами Запада, для продвижения своих политических сделаем вывод. Честные выборы, свободная журналистика — это все приемы гибридной войны. Это ни в коем случае не для правды, а это все страшная война. Поэтому если знаменитая фраза «абы войны не было», вот если вы и так хотите жить, то нужно уничтожить и выборы свободные, и журналистику. Все логично. Интересов. Поэтому в одном случае, значит, они видят те или иные нарушения, а в других случаях они их просто не принимают во внимание. Здесь, общаясь с зарубежными дипломатами, я неоднократно говорил о том, что в отношении журналистов государственных изданий были и угрозы, и факт повреждения личного имущества, и физические нападения, и цепить, и очень жаль. Это все, что мы слышали по этому поводу. В то же самое время, значит, когда касается вопроса другой стороны, той стороны, которую они поддерживают, финансово, политически, значит, сразу же бровки домиком. Мы, значит, начинаем пальчиком грозить грозно. Какое отношение имеет журналистская деятельность товарищ Латушко? Знаешь, мне всегда поражало, вот эти люди, они сидят с умными лицами, говорят какую-то хинею, несут. Да. Они сами верят в то, что говорят, или нет? Мне самое большое... Это же можно сказать и нам. Вот вы сидите, тут их обсуждаете, а почему? Это же их точка зрения. Слушайте, это их точка зрения, но не нужно, Мы со своей колокольни просто смотрим, как нам кажется, как на это смотрит абсолютное большинство людей хотя бы с минимальным критическим мышлением. Да, это наша точка зрения, так что... Какое отношение имеет к журналистской деятельности экс-кандидат Тихановская, которая там, значит, плакала во время этого собрания? Вот это отвратительная штука такая, типа, Тихановская плакала, это риторика Лукашенко, она плакала, меня молила, все плакали, молили. Потому что люди не понимают, что когда человек разговаривает, приводит какие-то аргументы, говорит о фактах насилия, что этот человек не плачет, а констатирует факты. А все, что не помещается в их, так скажем, реальность, это все сидела, плакала и просила. Она рассказывала так, как есть. Потому что, в отличие от этих дядек, мы как бы брифинг с этого заседания почитали. Кроме того, если мы не будем брать правовые аспекты работы Тихановской, но в отношении Латушко могу сказать,
что он уже успел угрожать какими-то санкциями, уголовным преследованием людям, которые будут выдвинуты на Всебелорусское народное собрание, там есть и наши коллеги. Мы об этом тоже хотели рассказать нашему бывшему соотечественнику, который долгое время здесь занимал ответственные посты, в том числе пресс-секретарем МИДа, не стеснялся в приемах и методах, применяемых, например, против российской прессы. Он же Короче, ребят, друзья, мы сделали все, что могли. Убийцы Я перемотаю, можно? Можно. Я не могу. Невозможно. Давай, вот, может быть... Так. На этом канале. Ну и приятный момент. Все-таки я бы так не драматизировал ситуацию со вчерашним событием. Я обратил внимание, что максимально просмотры во время выступлений наших беглых бывших политиков было 700-800 человек. То есть это на самом деле был срежиссированный междусобойчик, который не вы... 700-800 просмотров. 700-800 просмотров у наших беглых. Давайте говорить так, не беглых, а у тех, кого вы выгнали, вытравили, выбросили за границу. Что самое интересное, что он признает, что это наших политиков. Он признает наших политиков. Несложно зайти на любой абсолютно из каналов. Ну, там, просто сравнить любое видео с любого канала беглых политиков. На «Страну для жизни», на куда угодно. Вот заходишь и смотришь на количество просмотров любого там выступающего и заходишь на каналы государственные. А еще очень интересно посмотреть на количество лайков и дизлайков под видео. Да, вы все же говорили, выступление нашего усатого Светоча посмотрело там столько людей больше, чем Тихановскую. Во-первых, Тихановскую в Ютубе транслировали онлайн на, по-моему, 6 или 7 платформах можно было это смотреть. И везде было огромное количество просмотров. А этого когда загрузили, ну вот этого вот безумца, когда загрузили его обращение, я смотрел, честно, я смотрел, чтобы просто поплеваться, посмотреть и проверить, насколько совпали предсказания. То есть ты мазохист? Да, потому что мы вот мы с ребятами там делали какие-то ставки, что он скажет, что не скажет, на что будет давить. Ну и в целом это очень легко все предсказуемо. Вызвал интереса даже в самой протестной среде. И второй приятный момент. Наконец-таки у наших европейских, так называемых, и американских партнеров открылись глаза. Вы можете отмотать трансляцию, она сейчас размещена на YouTube, и посмотреть, как их представляли. Госпожа Тихановская стала бывшим кандидатом на выборах президентских, ее так представляли, либо лидером демократической оппозиции. Со словом «демократическая» я бы сильно поспорил, это мое частное мнение и суждение. Я считаю, что вся эта структура сегодня формируется по принципу секты, причем чаще всего тоталитарной секты. Вот и нормально все шло, да, то есть человек говорил, мое частное мнение, все в порядке, и все. И сейчас мы ушли опять в секту. Дошли до политической секты. Кстати, есть это... Главная власть, есть оппозиция, а есть политическая секта, оказывается. Есть политическая секта, да. И вообще это уголовно наказуемое дело. Внутри этого клуба бывших и беглых политиков говорить не приходится. Так, политическая секта, клуб беглых политиков. Клуб бывших. Бывших беглых политиков. Поэтому нет худа без добра. По поводу Тихановской хотел немного остановиться. Вчера мы можем ее поздравить с наградой. Она получила такую награду там эстонскую государственную. Она по форме такая напоминает Железный крест. И она это и есть крест. Представляете, это нормально. По форме это напоминает Железный крест. А значит, скорее всего, это фашизм. В фашизме они все там эсэсовцы. Но... Так сейчас будем говорить? Ну, удивительно. Давай посмотрим. И есть крест. Называется крест. Да, она называется крест. И по форме она очень похожа на нацистский вот этот вот высшую награду Рейха. Если они привязываются к... Я скажу больше. Глядя на человека в очках, Геббельс тоже носил очки, кстати. Геббельс носил очки, да? Значит, этот носит очки. Да. Геббельс носил очки. Значит, что? Значит, это сейчас на экране фашист. Логика. Абсолютно такая же логика. К нацистской атрибутике привязываются к нацистской идеологии отчасти. Реабилитируют пособников нациста из числа эстонцев, и не только эстонцев, а граждан, которые проживали тогда на той территории. Мы можем только соболезновать. Нечем. Давай, мотай, это просто невозможно. Так, давай перемотаем. Форменную одежду, и в большей части случаев эти люди к полиции не имеют никакого отношения, но нашли каких-то перебежчиков. То есть все те же технологии, которые были опробованы в ситуации с Белоруссией, они повторяются в России с поправкой на то, что просто эта страна больше, туда будет вброшено больше денег, значит, уровень социального напряжения в обществе выше, потому что, ну, соответственно, события в России, они грозят. В отличие от того, что происходило в Минске, в
в России гораздо более смело люди защищали друг друга, не отдавали своих. Яро. Яро прям, да. И, скажем так, представители власти, люди, защищающие в форме вот, ОМОНа и прочих силовых структур, во-первых, там все были с нашивками, было понятно, что это за подразделение и кто. Потому что в Беларуси, в России заняли правильную позицию, не допустить ситуации, как в Беларуси. То есть немножко сдерживали силовиков, и не было такого, что тебе непонятно, кто бьет. Было хотя бы понятно, кто этим занимается. И не стреляли в людей, что как бы понятно почему. Потому что если бы не белорусский пример, можно было бы и стрелять. А потому что, видимо, они уже отработали систему. Да, и потом человек еще... Вы представляете, человека, представителя ОМОНа, отправили извиняться к женщине, которую он ударил. Понятно, зачем это сделали. Ну, что типа показать, мы ж лапоньки, мы ж это котики. Же нечаянно, просто там как-то у него запотело забрало, хотя оно было поднято наверх. Вот. И потом еще Путин на следующий день выступил с тем, что как-то прокомментировал ситуацию, прокомментировал фильм, который снят про него, который он не смотрел. И я думаю, что это пощечина этому усатому, короче. Да, потому что они показали, как типа, ну, как надо. Вот так вот делать. Надо вот так вот, Сашка, смотри, не надо убивать людей. Мы вот все понятно. Я сейчас не восхваляю, не оправдываю, но они просто посмотрели, у них есть методичка вот полгода, как говорится, они посмотрели, как лучше не действовать. И это Лукашенко прямо, наверное, более масштабными в сравнении с событиями в Беларуси. И честно вам скажу, я масштаб в России был меньше гораздо, чем в Беларуси. Несет. Я перемотаю просто вот. Российской Федерации, это продукция китайская. Мы вроде как и в объединениях, и партнеры, и так далее. Какие инструменты защиты? Мы можем их закрыть? Или мы можем там противодействовать этому как-то? И Telegram, и TikTok – это коммерческие предприятия. Пропаганда через соцсети. Да, мы хотим TikTok, закрыть все то, где с нами не согласны. Где люди могут говорить. Поэтому не в интересах ни площадки TikTok, ни Телеграма такие государственные ограничения. Они просто потеряют деньги. Надо понимать, что здесь интересы государства, государственности и общества расходятся с интересами крупных корпораций. Американский опыт нам это наглядно продемонстрировал. 80 миллионов прекрасно. Сторонников Трампа заблокированный аккаунт. 80 миллионов. Это огромная масса людей. Тут надо понимать, это первое. То есть первое – это коммерция. Второе – это, естественно, политика и геополитика. Весь последний год в Соединенных Штатах Америки творится... Скукота. Короче, озаренок скучный. Ребят, вообще нечего смотреть. Одна скукота. Это размышления на тему, почему закрыли тот или иной аккаунт. Потому что в любой частной компании и вообще в целом у любой компании есть какие-то определенные ограничения и политика ею проводимая. Все страты. Например, все политические взгляды, значит, которые если закрыли так или аккаунт госпропагандона какого-то белорусского, то это говорит только о том, что он был агрессивным, невероятную чушь. Просто неадекватным человеком, и вызывал, опасным для общества. Да, и нарушал правила частной компании. Вот и все. Конструктивные политические взгляды, не сектантские политические взгляды. Я не понимаю, почему они все связывают с дьяволом, с сектами какими-то. Потому что в Беларуси нет политики. Есть человек, который возведен в ранг Господа Бога, и если ты как бы его поддерживаешь, то, ну, по сути, ты... Там нет повода его поддерживать, можно только верить. Как знаешь, вот в существование Бога, так и здесь. Он говорит тебе, что-то обещает, что ты через 5 лет в следующей жизни тебе будет хорошо. Это вера. И вот она, вот такая государственная вера. Все, что не попадает в рамки, в догматы вот этой веры, это все секта. Либо, может быть, другая какая-то вера. Ну, учитывая, что в Беларуси вообще запрещено верить во что-то, кроме единого вот этого Бога, его же отца, его детей и все остальное, значит, все, вы сектанты. А это проще всего воздействовать на людей, которым глубоко за 70, и сказать им, что это страшная секта, и они будут думать, что точно, они там все пьют кровь младенцев, и всех надо уничтожить. Которые получат возможность всерьез переобдумать модель белорусской государственности, экономическую, социальную модель и выстроить те самые ножки. Ближайшее будущее мир ощутит последствия вот этих вот пандемий и того, что натворили на Западе и так далее. Белорусская социальная модель и белорусская государственность вообще станут эталоном и примером того, как надо...
Я тоже так думаю, мы все так думаем, что когда пройдет много лет, мы поймем, как мы хорошо жили, как все было здорово. Ну слушай, ну это просто, я не могу это смотреть. Давай все больше, это Вступать. никогда не Я смотрим. благодарю наших гостей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А где финальный скрин? Сейчас, подожди, будет. Ну, должен быть, по крайней мере, какой-то эпилог. Они проиграют. Проиграют, потому что им не за что сражаться. Мирового господства им не получить, ведь торжествовать зло в мире не может. А нам есть за что стоять. Очень просто. За Родину. Которые сами... Вот я же тебе говорю, вот он человек, который говорил, я православный атеист. Вот он ходит в церковь, человек, который отдает команду убивать, Подожди, может, расстреливать. Когда... Его икона будет висеть, нет? Его икона висит у него в кабинете у него же. Вот смотри, значит, женщина пришла, не целуй меня, не целуй. Он говорит, я тебя поцелую. А на фоне Любэ играет, слышишь? Любэ играет. Как ужасно они Расторгуева подставляют. Что он реет над нами, он вот. Да. Я в шоке. Нашей Родины знамя. Но мне кажется, Расторгуева знамя Родины совсем другое. Мне так кажется. Там не важно уже. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина мать. За тебя, Родина бать, правильно петь. За тебя, Родина бать. Посмотри, вот это удивительный тот случай, когда вот он поехал, мы там все аплодировали. Это все показали по телевизору, что смотрите, как его поддерживают. Здесь забавно, если это видео будете найдете где-то или случайно попадется. А лучше не надо. Да, не надо. Нет, даже не это видео, когда Лукашенко аплодирует Ледовый Да. дворец. Там очень смешно обратить внимание на людей, которые находятся на трибунах. Это бабушки-пенсионерки с внуками, которые ни одни, ни другие вообще в жизни на хоккей не ходили. Они с трудом представляют, что это. Но вот их пригласили, видимо... Наверное, обещав корку хлеба за это, скорее всего. Бесплатно и покормят пряниками Да. и чаем. Я не знаю, что им обещали. Может быть, даже заплатили деньги за то, что они пришли смотреть на это постыдное зрелище, которое хоккеем там с трудом назвать. Еле ездят старые люди на коньках. И все это подается как вот невероятная поддержка. Ну, это такая... Я честно не понимаю. Вот, ну, на кого... Вот я удивляюсь, хотя понимаю, на кого. Ну, вот думаю, что на моего деда и на бабушку это может произвести какое-то впечатление. Вот, типа, Я да, думаю, это да. рассчитано на тех, у кого в квартирах стоит до сих пор телевизор И с нет интернета. белорусским телевидением. Те, кто не умеет пользоваться интернетом. И скорее верят всего, не умеют читать. Это еще, Да, еще да. такой вопрос. И, скорее всего, не слышат ничего. И не видят, что происходит на улице. Очень грустно, друзья, очень грустно. Мы думали, что получится увлекательное, забавное шоу из этого, но получилось очень грустно. Я не знаю, что делать дальше. Какой можно сделать из этого всего вывод? Думайте сами, решайте сами. Смотреть или не смотреть. Все, спасибо, это было Комменто, и мы надеемся, что мы когда-нибудь вернемся после того, как отойдем от первого культурного шока.